Никакой The Day Before на самом деле нет. Это просто фейк. Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Ведь прямо сейчас мы в деталях разберем, существует ли проект вообще, стоит ли его ждать и почему The Day Before это все что угодно, но никак не самостоятельная и оригинальная игра. Погнали! Фабула The Day Before. Человечество пережило эпидемию, которая превратила большую часть людей в ходячих мертвецов. Выжившие теперь борются за еду и ресурсы, отбиваются от монстров и других игроков. Большую часть времени придется исследовать улицы Нью-Йорка и собирать все, что не прикручено: патроны, редкие пушки, часы, комиксы, лекарства и стильные шмотки. Но нужно помнить, что всегда есть риск не донести лут до безопасной зоны. По Нью-Йорку шныряют рядовые бандиты и другие игроки. У тебя будет шанс договориться с выживальщиками, найти напарника или нажить себе врагов. Плотоядные ожившие мертвецы выбираются на улицы только ночью, как и в фильме «Я легенда», но зато у оживших мертвецов впечатляющий слух. Вне мегаполиса доведется созерцать леса, поля, пригородные поселения и заброшенные хижины. Также за городом будет хаб, где можно передохнуть, поторговать, взять квест, собрать группу для очередной вылазки или что-нибудь скрафтить. Еще разработчики обещают опыт в духе DayZ и Escape from Tarkov. Заявлены высокая сложность, репутации поселений, наказание за шум и санкции, если персонаж голоден или страдает обезвоживанием. Про Сталкер якуты тоже не забыли, поэтому без посиделок у костра с анекдотами и гитарными запилами явно не обойдется. Внимание, анекдот. На бумаге The Day Before выглядит прикольно, но сможет ли российская студия реализовать заявленные механики? Недаром релиз с 21 июня 2022 года перенесли на 1 марта 2023. Конечно же, все это лишь обещание студии Fantastic и их видение игры мечты. А что же на самом деле нам показали, если проанализировать немногочисленные ролики? В них The Day Before встречает нас знакомым шрифтом, как в «Одни из нас. Часть 2». Окей, допустим, разработчикам из Якутии понравился шрифт компакта, но почему тогда и в самой игре шрифты из эксклюзива Sony? А что насчет интерфейса крафта? Недостающие компоненты подсвечиваются красным цветом, снова как в Тлоу. Анимации скрытного перемещения и прицел также будто скопированы из игры Naughty Dog. А в этом отрезке зомби издают характерный потрескивающий звук. Это щелканье, придуманное в свое время Брюсом Стрелли для The Last of Us. Вы точно ни с чем не спутаете. Едем дальше. Теперь Red Dead Redemption 2. Элементы интерфейса явно позаимствованы оттуда. В The Day Before они служат индикацией системы выживания, температуры, энергии и жажды. Инвентарь. Помесь стандартных ассетов Unreal Engine и элементов из State of Decay 2. Такой вывод можно сделать, смотря на расположение ячеек и их назначение. Даже ячейка для рюкзака на своем месте. Поиск предметов с зажатой клавишей действия также перекочевал из State of Decay. The Day Before нам позволят улучшать и кастомизировать оружие. Выглядеть процесс будет в духе Chernobylite. Оно и понятно, повторить стол для модификации оружия из второй Тлоу очень сложно. В городских перестрелках игра меняет темп и превращается в дилогию The Division. В оригинальной игре Ubisoft подсмотрен дизайн застройки, а в сиквеле — летний апокалиптичный город. В дизайне пригорода прослеживается дух и эстетика локаций Days Gone. Бескрайние леса, автозаправки и шатающиеся зомби. А на этих кадрах мы можем заметить множество жутких манекенов в пустом доме, прямо как в Fallout. Транспорт The Day Before навевает параллели со SnowRunner. Заявлено реалистичное катание по бездорожью. Грязь, непроходимая глушь, заснеженные просторы, физика подвески — все точь-в-точь. В свою очередь, механика поиска топлива перекочевала из Days Gone, а ремонт транспорта из State of Decay. И вот мы подходим к кастомизации собственного убежища по заветам последних игр Bethesda. Идею добавить спортзал и столовую снова подрезали в продолжении «Одни из нас». Правда, тренажеры и кухонная утварь интерактивные в духе Monster Hunter World. Даже сауну мы уже видели в дополнении Iceborne. По итогу The Day Before больше похожа на Франкенштейна, чем на уникальный AAA проект.
кто же на самом деле эти разработчики из Fantastic? Якутскую студию не назвать абсолютными новичками. В их портфолио 4 проекта, из которых, правда, только The Wild Eight смогла добиться хоть какой-то известности. Схема использована уже знакомая. Взяли The Long Dark, добавили якутского шарма и готово. Radiant One, еще одна игра, была довольно короткой мобильной point and click. Здесь жертвой плагиата оказалась Oxenfree. В свою очередь, Prop Night копировала весь основной игровой процесс Dead by Daylight и немножечко Prey. Кто бы сомневался, что очередной проект студии окажется винегретом из заимствований, но теперь с более раздутыми амбициями. И все же The Day Before — самая желанная игра в Steam. Пиар-стратегия якутских разработчиков все-таки работает. Fantastic заявляет, что The Day Before в активной разработке 2 года, и за это время команда дважды успела ее переделать. При этом еще как-то умудрилась найти время на разработку Prop Night, которая велась параллельно. Возникает вопрос, а реально ли это? Конечно, найдутся те, кто воскликнет, раз в трейлерах нам демонстрируют крутую графику, рабочий транспорт и перестрелки, значит, что-то в наработках у них есть. Вот только нам показывают картинку, которую может воплотить в жизнь даже автор-одиночка. Создавать игры на Unreal Engine 4 способны не разбирающиеся в программировании и 3D-моделировании люди. Ведь Epic Games сделала гибкий движок, в котором есть удобный интерфейс скриптования, богатая библиотека ассетов, крутой рендеринг освещения и затенения. От вас лишь требуется идея новой игры и время на ее сборку. Например, разработчики из Китая в одиночку сделали небольшую бесплатную игру, которая графикой и стилистикой почти не отличается от The Day Before. Название ее Deathly Stillness выглядит как крупнобюджетный проект, а если добавить пару скриптовых сцен и постановочных перестрелок, можно снимать геймплейный трейлер и зарабатывать на предзаказах. По сути, именно так и поступили авторы The Day Before. Крутая графика, реалистичное освещение, рейтрейсинг при поддержке Nvidia. Заслуга движка, а не разработчиков. И якуты явно гораздо лучше умеют в громкие обещания, чем непосредственно в разработку чего-то уникального и самобытного. С высокой долей вероятности на подлете к первоначальной дате релиза у команды, как говорится, еще конь не валялся, и выпускать в июне было бы попросту нечего. Тогда и решили объявить о переходе на Unreal Engine 5. Удобный предлог. Ведь если отбросить сам движок, который и обеспечивал всю красоту в показанных роликах, не осталось бы ничего. Готовой игры явно не было. Только чужие шрифты, идеи из других игр и стандартные ассеты самого Unreal Engine. Ведь больше в трейлерах мы ничего и не увидели. Ждать революционной игры от якутов точно не стоит. И еще одно. Примерно за 3 месяца до старта продаж любого большого AAA проекта компании отправляют мастер-диск на завод для печати тиража с игрой. А пиар и маркетинг отделы начинают активно продвигать ее и покупают рекламу в СМИ, у блогеров и везде, где только можно. В случае с The Day Before ничего этого не было, и уж точно о переносе на год и переходе на новый движок за месяц до релиза не может идти и речи. Такие решения чреваты колоссальными потерями даже для крупных игроков рынка. Издателем же The Day Before выступает Майтона. Ничего удивительного, если ты про такую даже и не слышал. Это еще одна якутская компания, занимающаяся разработкой и изданием мобильных фри-то-плей игр. Да, один из их проектов, Seeker's Notes, входит в топ-50 самых кассовых игр для iPad в США. Но значит ли это, что Майтона может позволить себе отложить релиз дорогого блокбастера на год, если бы он был почти готов, а разработчики просто решили сменить движок? Скорее всего, нет. Как, скорее всего, пока что нет и самой The Day Before. Будем рады ошибаться. И если тебе кажется, что все совсем не так, тогда добро пожаловать в комментарии. И, конечно же, лайк, подписка и колокольчик не будут лишними на пути создания новых видосов. А на этом пока все. До новых встреч на VG Times.